Привет, друзья! Сегодня буду готовить леденцы от кашля с шалфеем. Для начала я вот собрала листья с шалфея. Шалфей, как вы знаете, есть разных разновидностей. Есть шалфей, у которого маленькие длинненькие листики, они более эфирные, эфирно-масличные такие. Здесь у меня самый простой шалфей. И для начала нам нужно наши листики помыть и порезать на мелкие полосочки. Я порезала шалфей. Смотрите, вот такими длинненькими полосочками я его порезала. И теперь мы сюда заливаем 100 граммов воды. 100 граммов будет достаточно. Мы ставим это на огонь, на очень маленький огонь. Когда наша жидкость начнет кипеть, листики тоже будут давать свой сок, и постепенно они осядут. Их не будет так много, как сейчас. И мы должны проварить нашу смесь 10 минут. А потом мы будем отцеживать, чтобы откинуть листики и собрать жидкость, настой, этот, вернее, отвар, который получится. Так, друзья, я сделала отвар. Значит, что делаем дальше? Здесь 100 граммов отвара. Сахара мы берем в 3 раза больше. Здесь 300 граммов сахара. Вот так мы это все. И ставим мы на огонь. Будем варить. Что нам еще понадобится? Нам понадобится столовая ложка лимонного сока. Я еще добавлю несколько капель перечной мяты. Так, идем варить. Так, ставим на огонь нашу смесь. И еще приготовьте формочки, в которые вы будете заливать леденцы. У меня вот такая вот форма для конфет. И еще вот такая вот форма для маффинов. Ну, в принципе, сюда тоже можно. Если у вас формы нету, то вы можете вылить просто на пекарскую бумагу. Только нужно ее смазать будет подсолнечным маслом. Либо в другую какую-нибудь форму. Если на пекарскую бумагу, можно просто пластом вылить. А потом, когда она застынет, поломать на кусочки. Можно в любую другую форму. Если она не силиконовая, то обязательно нужно смазать форму подсолнечным маслом. Иначе ваши леденцы прилипнут. Так, сахар растворился весь. И сейчас мы добавляем сюда лимонный сок. И теперь мы будем варить нашу карамель, пока она немножко будет менять свой цвет. Когда она станет темнее и уварится, загустевать начнет масса, мы будем в нее добавлять мятное масло и разливать по формочкам. Так, друзья, наша карамель практически сварилась, и мы сюда добавляем несколько капель буквально мяты. Эфирное масло мяты перечной. Вот как правильно. И теперь мы это все размешаем, чтобы масло разошлось равномерно в карамели. И сейчас будем ее разливать. Так, выключаем. Сейчас она прекратит пениться. И наливаем в наши формочки. Итак, друзья, я разлила полностью по формочкам нашу карамель. И теперь мы оставляем ее до полного застывания. Можно, в принципе, и при комнатной температуре ее оставить. Она остынет так, буквально за несколько часов. Либо поставить ее можно в холодильник, чтобы она остыла.
Так, наши леденцы застыли, и теперь мы будем доставать их из формы. Видите, чем хороши силиконовые формы, это тем, что сюда к ним ничего не пристает. Вот так вот. Я еще вот немножко у меня осталось, я просто на силиконовый коврик налила, и получается вот такая вот карамель. Видите, как она хорошо ломается, как стекло. Вот так. И сейчас я достану все остальные наши карамельки. Друзья, я достала все свои карамельки. Храните карамель в сухом прохладном месте. Карамель имеет такое свойство натягивать на себя влагу, поэтому заверните ее в пекарскую бумагу и уберите куда-нибудь, чтобы это было не на свету. Можно даже в холодильнике хранить. Я желаю вам всем здоровья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Пока-пока.